Зев Закавелли – тот пример атлета, в котором живет дух калистеники, настоящий батя воркаута и выходов силой. Его стаж тренировок более 20 лет. Ну а это Владарович, привет. В то время как многие из зрителей еще даже не слышали, что такое стрит-воркаут, тогда Закавелли уже удивлял мощными взрывными выходами на две руки, за что его и прозвали королем этого силового движения. Видео на YouTube-канале стартовали еще 14 лет назад, а наибольшую известность по всему миру Зев получил, конечно же, благодаря основанию международной команды Barbarians с их крайне сложными нормативами для вступления. Давайте узнаем о легенде подробней. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Спустя года Зев признается, что уже хоть и давно тренирует молодое поколение, все равно продолжает учиться сам. Атлету на этот момент 43 года. Рост его 1,78 м, а вес колеблется от 67 до 71 килограмма. Закавелли до сих пор не считает, что занимается спортом, так как калистеника не признана на официальном уровне. Скорее, это образ жизни, который ведет за собой с детства. Брат иногда наказывал маленького Зефа, заставлял делать отжимания, а будучи подростком, Зев знакомился с различными отягощениями и хотел набрать форму. Начиная с 96 года он забросил отягощение из-за череды травм и перешел на турники. В компании на улице ребята соревновались в базовых упражнениях. До этого в подвальной качалке Зев долго делал жим лежа и со временем стал замечать, что начинаются головные боли после таких упражнений. Молодой Зев успел получить незначительные повреждения плеча, бицепса и грудных от железа. А используя свой вес, он начинал с отжиманий, и там работают те же мышцы, что и в жиме. Ну а так как большинству тех, с кем он тусовался на районе, отжимания давались им легче всего, так и проводили время. Когда у Зефа уже был неплохой уровень в базе, на районе ребята соревновались между собой, но вот на внешние соревнования почти не выходили, так как в самом начале появления соревнований судьи на них были очень молодые и неопытные ребята. Как-то не очень говорит ощущение, когда начинали судить зеленые в этом деле. А во фристайле не участвовал по такой причине. Дело в том, что ребята, которые только начинали и соревновались, могли сделать, например, перелет на турнике вместо силового трюка, а натренировать силовое движение гораздо дольше. Вот и выходило, чем ярче и динамичнее выглядел элемент, тем больше баллов давали судьи. Поэтому Зев быстро остыл ко фристайлу, да это и не была его сильная сторона. Каждый лучший в чем-то своем. Зев умел фулл планж, передний вис, подтягивание на одной, все в силовом стиле. Зато те, кто делали динамичные трюки на инерции, они не могли, как Зев, взлететь над турником, делать такие выходы силой и подконтрольные подъемы переднего виса. Ребят, согласитесь, атмосфера уличных тренировок, если занимаетесь в компании, как герой этого выпуска, будет не такой, без громкой и любимой музыки. Помню, когда я еще тренировался в команде, мои товарищи Леха и Витек брали с собой колонку и коннектили ее с телефоном. Леха был тот еще меломан и устраивал нам концерты под гитару, а у Витька всегда была эта портативная акустика и подобранные плейлисты, такое впечатление под любой случай жизни и настроения. На носу теплый сезон, и давайте попробуем подобрать к лету такую маленькую музыкальную колонку. Поищем ее на e-каталоге, выберем регион, и тут в меню аудио кликаем на портативные колонки. И по фильтру отсортируем поиск по цене, цвету, если принципиально. Подключать удобнее либо по Bluetooth, либо через карту памяти. Тут, допустим, стерео. А по времени работы, думаю, на 6-8 часов будет оптимально. Что понравилось, на e-каталог прям заморачиваются для удобства подбора, и такое нигде особо не найдешь. Вот, например, тут есть такой фильтр, функции и возможности. Я проклацал несколько этих дополнительных фич по подбору, и очень практичным показалась колонка с пауэрбанком, которые тут же на месте могут и зарядить ваш телефон. Согласитесь, это удобно. Выберем несколько моделей для сравнения в разных магазинах. Тут еще можно и глянуть на динамику цен на протяжении года и понять, у кого и когда будет дешевле. В общем, ссылку на все модели акустики я оставлю, а вы уже заглядывайте в описание и смотрите сами. Что ж, давайте поговорим про историю команды Barbarians. Откуда такое название? В
В дословном переводе можно сказать, что это так называемые варвары на турнике, но это только прямой перевод. На самом же деле история закладывалась Зевом следующее. Бар, в переводе турник, означал название вымышленной планеты, где нет ничего кроме турников. А вместе Barbarians это означает чужаки, варвары, которые родом с той планеты и живут и тренируются у нас. Вот такая вот легенда. А чтобы эта команда имела высокую значимость, ввели свой регламент для вступления – отбор. Это был базовый норматив на время, который возрастал с каждым годом до недавних лет. Кроме норматива, еще иногда нужно было дополнительно выполнять требования по различным базовым сетам. Также важным требованием было показать, что внутри есть характер. Неважно, насколько ты силен, а насколько близок по духу команде. Важно ладить со всеми участниками и быть одной спортивной семьей, сдать ментальный экзамен. Вступить в команду можно и сейчас, находясь в любой точке планеты. Кому интересно узнать текущий норматив, другие требования для вступления участников из Украины и РФ, я публикую более подробную инфу в телеграм-канале Владарович вместе с видеопримерами. Поверьте, там очень непростые условия в сжатое время. В общем, жесть. Заглядывайте в телеграм. Там же скоро я опубликую и аудиоверсию этого сюжета в формате подкаста. Зев всегда, как только обновлял норматив, тоже сам его сдавал для примера. Вручал футболки участникам, самые значимые – это с золотистым логотипом орла. А также раз в год ждали видео Закавели, где он удивлял дополнительными сетами на выносливость. Самый известный из последних – это был God Set, так называемый сет бога, где после максимального числа подтягиваний, это было за 50, сразу же выход на 2, далее отжимания от перекладины и подтягивания под конец. Все это не слезая со снаряда. Было это, кажется, в году 17-м. Тогда Зев задал мощную планку другим ребятам. Спустя время участник из Италии, Серджио, сделал этот сет уже с дополнительным весом. В общем, пределов не существует. Также несколько раз в год Зев и другие участники делали командные сеты на видео и другие повторяли. Основные отличия стиля тренировок Зефа и Barbarians можно заметить сразу. Ребята концентрируются не просто на подтягиваниях, отжиманиях, они объединяют это в интересные, сложные комбинации на выносливость, часто не слезая с перекладины. Мы можем видеть, как они одинаково, равномерно по качеству подтягиваются десятки раз, а потом, кажется, уже не остается сил, но тут они начинают делать идеальные чистые выходы на 2 руки. А затем отжиматься от перекладины, подтягиваться, держать статику – это очень захватывает. Про команду можно говорить еще много, если хотите отдельный выпуск с историей Barbarians и других команд первопроходцев из США, то давайте наберем 300 лайков под роликом и дайте знать в комментариях. Насчет современных соревнований по фристайлу и тенденций развития соцсетей, Зев видит и плюсы, и минусы. С одной стороны, хорошо, что так много людей занимается, есть конкуренция, и благодаря Инстаграму, Ютубу уже можно даже зарабатывать на этом. Но минусом есть то, что новички не знают и не хотят узнать, с чего все начиналось в калистенике. Зев не имеет ничего против фристайла, но видит, что начинающие приходят на площадку и сразу же пытаются пробовать элементы, обходя базу. А через какой-то год занятий уже прокачивают свои соцсети и начинают продавать программы, сами толком не обучаясь. В соревнованиях Закавели видит такой минус, что везде разные регламенты и за столько лет не сформировалась единая система оценивания. Как типа в олимпийских видах спорта, и не знаешь, к чему готовиться и как оценят. Также уровень квалификации судей оставляет желать лучшего. Бывает, судят даже не атлеты и вовсе не подготовленные ребята. Нет каких-то квалификационных признаков, отборов к судейству. Все основывается на общем впечатлении судьи от выступлений атлетов, и порой сложно объяснить то или иное судейское решение. Зев занимается обучением по Zoom и снимает ролики для своих подписчиков на Патреоне. В зимнее время не сильно любит ходить в зал, периодически проверяет свою форму на турнике и в отжиманиях, чтобы не сдавать позиции. Недавно подтянулся 50 раз в помещении. Также делал сет 40 подтягиваний и 80 отжиманий без отдыха. Ему еще нужно до тепла сделать какую-то операцию и хочет успеть к лету, чтобы быть в форме, так как больше всего любит тренироваться на свежем воздухе.
По тренировкам Зев не придерживается какого-то единого плана. Он любит менять что-то по ощущениям. Как минимум, делать одно и то же – это скучно, а тренировка должна приносить удовольствие. И еще Зев не любит тренироваться один. Ему нужно обязательно быть в компании или включать камеру, так он может сделать больше. В плане разогрева Зев может делать так: длительность 20 или 40 минут. Делаем 25 отжиманий за 1 минуту, чем быстрее мы сделаем, тем больше времени отдохнем до конца первой минуты. И так далее со 2-й минутой, 3-й и того 20 или 40 таких разминочных подходов. Дальше, в зависимости от того, с кем тренируются, они выбирают, что будут делать по уровню, и сама тренировка может растягиваться на 4 часа. Всегда присутствует в тренировке отжимание или подтягивание. Зев ставит перед собой спортивные цели перед стартом каждого теплого сезона. Держит марку, догоняет молодых, перегоняет и показывает, что ни ему, ни другим барбарианам не стоит останавливаться из года в год. Учитывая 43-летний возраст Зефа, на вопрос о будущем он говорит, что видит себя тренированным и соревнующимся с молодыми ребятами, даже когда будут седые волосы, и не планирует заканчивать. Будет заниматься столько, сколько ему отведено. Вообще, Зев не думает о будущем так сильно, живет настоящим и контролирует то, что можно сделать или на что повлиять сейчас. Говорит, важно быть сфокусированным и жить в моменте. 50 лет хотел бы быть в состоянии подтянуться 50 раз. Одна из любимых цитат спортсмена: «Самый сложный сет – это тот, который вы никогда не пытались». Напишите в комментах, как понимаете это значение. Питание очень сильно влияет на наши показатели. Зев еще с молоду только завтракает и ужинает, то есть 2 приема пищи. Если к концу месяца планирует сделать, например, какой-то сложный сет, то ограничивает себя в сладком, жареном и старается кушать меньше мяса и больше зелени. Из добавок к пище принимает омега-3, что поддерживает его состояние с тендинитом. Это не давало ему покоя раньше несколько лет. Носил разные повязки на рукавах. Также использует витамин D3, который способствует поддержанию иммунитета. Также и витамин В12 для уменьшения общей утомляемости. А послание Зефа к молодым такое: оставайтесь верными себе и выбранному пути. Не отвлекайтесь на посторонние вещи, не копируйте окружающих. Пытайтесь проявить свой творческий подход. Конкурировать нужно только с самим собой в прошлом. И если будете сосредоточены, то, может, и не увидите прогресса сегодня, но он обязательно придет завтра. Ребят, я буду благодарен каждому из вас за донат на развитие канала по ссылке в закрепленном комментарии. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. К тому же донатору я отправлю свою электронную книгу по воркауту «7 ошибок начинающего в тренировках и питании». Автор сюжета я, Владарович, разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях.